Добрый день! Вы на канале Travel with a Smile. Это четвертый фильм сериала «Путешествие в Антарктиду». Сегодня еще один день мы проведем на островах Южной Джорджии, посетим бывшую китобойную базу в поселке Грюдвикен и насладимся общением с морскими млекопитающими и пингвинами, погуляв по каменистому пляжу Южной Джорджии. Доброе утро. Доброе, красивое и счастливое. Сегодня 24 февраля 2023 года. День начался красивым солнечным рассветом. Пожелаем себе таких же ярких впечатлений на весь день. Архипелаг Южная Джорджия – это скалистые острова вулканического происхождения, покрытые тундрой, океаническими лугами, горными хребтами и вечными ледниками. Они расположены в 2000 километров от города Ушуая. Добраться сюда можно только по морю, и доступ очень ограничен. Чтобы попасть сюда, нужно пройти и кораблю, и туристам очень строгий биологический контроль. О том, как это происходит, мы подробно рассказывали в предыдущей серии нашего фильма. Что ж, приглашаем вас в поселок Грюдвикен, место бывшей китобойной базы. В конце XVIII века на островах начали свой кровавый промысел китобойные базы, вокруг которых росли поселения. Грюдвикен – одно из таких поселений. Фабрика заработала в 1904 году. Только за первый сезон было отловлено и переработано около 200 тюленей и китов. Вообще персонал такой фабрики мог разобрать до 45 китов за день. Каждая часть убитого животного использовалась для определенного производства. Из жира делали косметику, мыло, маргарин, масло для светильников. Мясо экспортировали как деликатес. Кости и другие останки превращали в удобрение или корм для животных. В Грюдвикене в период его расцвета трудилось около 450 рабочих. Для обеспечения их жизнедеятельности на острове существовала небольшая ферма со свиньями, курами, овцами и крупным рогатым скотом. Завод работал в южные летние месяцы с октября по март, и только несколько членов экипажа оставались зимой, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии лодки и помещения. Это склад бывшей станции. Это, я так понимаю, гарпуны, которые запускали в китов. Уже ручные. Китобойню закрыли в декабре 1966 года. В целом она проработала 62 долгих года. К этому времени охотники уничтожили в водах вокруг острова более 175 тысяч китов. Промысел себя изжил, так как в округе были истреблены практически все киты. Помещения, где жили и работали приезжие из Норвегии и Великобритании, превращены в настоящий музей, в котором собраны интересные экспонаты, предметы быта, инструменты и образцы флоры и фауны этого уникального природного места.
Знакомые все лица. Интересно углубиться в историю, я тебе скажу. Сегодня поселок Глютвикен – это музей под открытым небом и свидетельство кровавого промысла и уничтожения уникальных морских животных. Повсюду видны останки крупного завода, огромные емкости для жира, пилы для разделки туш, подъемные механизмы и разное другое. Китобойные судна с гарпунами напоминают монстров, увязших в береговых песках. Все это ржавеет под действием морских ветров и осадков, а местные жители, теперь это только морские котики, пингвины и птицы, используют их для своего гнездования, игр или в качестве укрытия от непогоды. Трудно даже представить. Причем мы сейчас видели эти гарпуны и эти снаряды, которыми Стреляли. все это делали. Это жуть. Такой простыл. Это где вы находитесь? На краю земли. Да. Впереди только Антарктида. Теперь это экологический заповедник. И чтобы попасть сюда, нужно выполнить довольно сложные и строгие правила биологического контроля. Человечество пытается исправить ошибки бездумного уничтожения живой природы, законсервировав эту зону и позволив ей восстанавливаться по законам природы. Пусть этот нелегкий путь будет успешным, и будущие поколения смогут увидеть красоты этого прекрасного мира. Печальная история, но она, слава богу, с хорошим концом. Сегодня на огромном острове длиной 170 километров проживают 20 человек, из которых постоянными жителями являются всего 4 представители администрации Великобритании, почмейстер и 2 смотрителя местного музея. Находимся на почте. И вот мы сейчас купили марочки и все их проштамповали так, как положено. Так что они набули більшої цінності, так сказать. Значительно. Посадка. Посадка. Высадка, посадка. Мы прощаемся с этим уникальным местом, а впереди у нас еще одна экскурсия по красивому природному пляжу. Снаряжение для всех. Но палка как-то не особо пользуется успехом.
Наш круиз – это не просто путешествие, это самая настоящая экспедиция. С нами на корабле ученые-натуроведы. Они готовы ответить на любые наши вопросы. Они первые высаживаются на берег, расставляют флажки, прорабатывают маршруты, и только потом уже подтягиваются туристы. А вот эти морские котики устроили настоящую игру в догонялки. Они такие юркие, такие резвые. Ну просто смех. Такие романтические отношения, такая идиллия. Нет, появилась эта братва веселых. Прогнали, все нарушили. Серьезная охрана береговой линии. Тут лучше побыстрее смыться. Ты его не боишься? Ну, понимаешь, если я в глаза льву смотрю, я в парк. Это самочка или самец? Я думаю, это самочка. Один раз в год пингвины линяют. И процесс этот длится несколько недель. В это время они не могут плавать, не могут кушать, не могут охотиться. Соответственно, они стоят и очень экономно расходуют энергию. До тех пор, пока не появится новое перо хорошее. Только после этого они могут идти в море и опять охотиться. Вот этот с коричневым оперением – это птенец. Он линяет, и он сейчас плавать не может. Радуга. 24 февраля, 23 год. Почти Антарктида. Южная Георгия. Мы благодарим вас за просмотр этого фильма. Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного. А если вам понравилось это видео, то поставьте, пожалуйста, лайк. Желаем мира и добра.